Друзья, всем привет! Сегодня я сделаю расслабляющий массаж ног для Татьяны. И здесь у меня такое горячее уже масло. Оно даже не теплое, а очень горячее. Татьяна, когда ты была на тренировке, ты говоришь? Тренировки? Ну, ты говоришь, я занималась. Каждый день какие-то. Какие тренировки, да? Да, я же приехала только что из Сочи. Угу. И я там плавала, каждый день плавала. Подолго? Несколько заходов в море, там минут по 15-20. Не разом там час, а растянут. На 2 часа этот час растянут. Угу. Я занималась как акваэробика. И ты чувствуешь эффект по телу? Да, я очень не люблю зал, именно тренажеры. Мне нравится именно эффект от моря, но вода как будто бы разглаживает тебя. Здесь такое все вытягивается. Не мышцы качаются, а удлиняются наоборот. Но она же еще и соленая вода. Да. И соль тоже, она часть жидкости, она как-то, ну так грубо скажем, вытягивает, да? Убирает отечность. Потому что концентрация, конечно, больше. Если тебе будет чувствительно, говори, хорошо? Ну, я такой более, знаешь, расслабляющий. Друзья, хочу напомнить, что у меня есть урок балийский массаж. Он тоже направлен на расслабление мышц и на расслабление нашей психики. То есть через воздействие на тело идет воздействие на наше внутреннее состояние. И там с помощью определенных движений, с помощью определенного ритма и с помощью определенной настройки мастера и клиента происходит вот такое взаимодействие, похожее на какую-то медитацию, похожее на, может быть, какой-то эффект, знаете, внутренней проработки и ощущения после балийского массажа бывают разные. У некоторых случается определенный инсайт, и они понимают, что им дальше делать, да, в плане выбора, когда человек не знает, какой выбор в жизни сделать в определенный момент. И этот массаж, он помогает ощутить, что действительно, какая потребность сейчас есть на данный момент. И есть эффект очень сильного расслабления, как будто побывал на море несколько дней, отдохнул, выспался. Поэтому я рекомендую этот массаж, прям обучение по нему. Очень, мне кажется, в наше время оно очень актуально. Сейчас очень многие клиенты мои переходят на такие более расслабляющие техники,
Также вот есть массаж горячими камнями, он также очень популярен. Но я помню тенденцию лет 10-15 назад, когда все были увлечены повально вот антицеллюлитными массажами и пытались там как-то исправить свое тело, как-то воздействовать на тело силовыми какими-то методиками. До изнеможения это все делали. Но сейчас как раз время как-то более духовного развития, мне кажется, у нашего общества, у людей. И многие понимают, что наше тело — это отражение нашей психики, нашего внутреннего состояния. И если с телом что-то не так, то нужно обратить внимание на то, что внутри вообще творится, да? Какие мысли, какие чувства постоянно присутствуют в вашей жизни. И можно через это, через воздействие на мысли и чувства уже исправить некоторые моменты в теле, да? Как-то его оздоровить, улучшить, сделать более красивым, более стройным, более здоровым. Вот как раз эта методика балийского массажа, она направлена на воздействие через тело, и движения очень приятные, но в тот же момент они глубокие. Выполняется он с минимальным количеством масла. И направлен на гармонизацию нашего внешнего и нашего внутреннего состояния. На день рождения подарили сертификат на балийский массаж. Угу. Я сходила. Ну, слушай, они тоже разные бывают, и разные мастера по-разному выполняют. Это знаешь, как назвать балийский массаж, но эффект от него и воздействие, и вообще движения тоже могут быть разными. А ты поделись, как ты сходила? Тебе Тайка делала? Делала Тайка, да. Я была в восторге, честно, после первого раза. Угу. Именно вот от мастера, вот техника ее, от того, насколько она чувствовала, что нужно делать. Угу. И мне прям очень понравилось. Я пошла второй раз, был другой мастер. Я уже сама просто, потому что мне понравилось. Был другой мастер, уже было вообще по-другому. То есть очень, наверное, зависит от человека, насколько он чувствителен к другому. Вот так скажем так. И, наверное, насколько он любит свою профессию. Ну, это так и есть. Ну, и вот этот навык чувствительности я тоже объясняю в том уроке балийского массажа, как его развивать. И правда, о том, что ты говоришь, это сильно влияет на эффективность и на ощущение от массажа. Но у меня было ощущение, как будто бы у меня выросли крылья. Я вышла прям такая, даже забыла вообще, где я нахожусь. Вышла из салона, думаю, господи, Настолько ты расслабилась. забавно, да. Но я все-таки не понимаю, чем тайский от балийского отличается. Ну, тайский тоже есть разные. Тайский есть ойл-массаж, есть классический, который в костюме выполняется, когда ты одеваешь хлопковый там или льняной костюм, и тебе делают больше такие, ну, знаешь, как пассивная йога. Тебя тянут, надавливают на точки и тянут. Просто надавливают на точки. Там сидят на тебе. Тоже. Наверное, вот такой я делала. Да, это тайский. А есть тайский ойл. И он выполняется по маслу, и он это более поверхностный массаж, такой, не такой глубокий. И клиенту не нужно ничего такого делать, напрягаться, как-то там, ну, боль испытывать.
в некоторых зонах. Ну, знаешь, вот эти все методики, они тоже можно назвать там по-разному. Есть гавайский массаж, он тоже рядом с балийским, но тоже есть разные техники гавайского массажа. И как ты правильно сказала, очень многое зависит от мастера. Так, одно из движений. Там даже, по сути, знаешь, для меня не важно, какие ты движения делаешь в балийском массаже. Главное, чтобы это все было медленно, главное, чтобы это было все, ну, достаточно прочувствовано мастером. И это было с определенным ритмом, в определенном ритме это было. Ну, знаешь, мне чем-то напоминает какие-то, ну, я не знаю, там, как шаманы, да, они же в определенном ритме двигаются. И музыка вот тоже в определенном ритме. И все это постоянно, и это вводит в некий какой-то такое, в некое состояние, когда ты хорошо там сильно расслабляешься. Ну, это состояние, оно совершенно другое от того, когда ты каждый день в каком пребываешь. И в этом состоянии ты можешь, ну, там что-то новое узнать о себе, понять, куда тебе двигаться дальше в жизни, да. И это все вызывается определенной вот амплитуды движения, определенной силы, как-то определенным воздействием. Даже вот по мне без разницы, какие там движения особо.
Перевернешься, Тань. Да, это приятно, когда теплое масло. Рассказывала в каком-нибудь из своих роликов, почему ты начала заниматься массажем? Да, рассказывала, конечно. А ты хочешь, чтобы я тебе рассказала? Ну, я всегда хотела заниматься тем, что я люблю. Ну, у меня много любимых дел, но не все они приносят доход. И в 12 лет я уже задумалась, о чем бы я таким хотела заниматься, чтобы было мне и по душе, и приносило бы хороший доход. И я подумала, что это косметология. Косметологов тогда было достаточно мало в нашей, так сказать, стране. Это был 97-й год. Наверное, нет, 95-й, где-то вот так. Да, и я подумала, что... Да, это был 95-й, может, даже где-то. Я думала, да, хорошо, косметологи — это здорово. А что, ну, там, массаж лица, там, всякие процедуры. А что для этого нужно сделать? Ну, не просто мечтать, что я хочу заниматься любимым делом и зарабатывать, да? А нужно пойти в медицинский колледж, нужно его закончить, и нужно пойти на хорошие курсы какие-нибудь косметолога. Ну, хорошие курсы, полгода каждый день учиться нужно. В общем, я это все провернула. Это все. Пошла в медицинский колледж, закончила его, пошла работать, заработала деньги на курсы, работала и училась на косметолога. Но так как я работала в Институте питания Российской академии медицинских наук, ну, после колледжа, ну, так как-то у нас было распределение разное, я захотела туда распределиться, работать с людьми, у которых проблема с весом. Почему? Ну, потому что для меня это было актуально, и их переживания были мне близки. Вот, потому что я сама с этим сталкивалась. И я подумала, что да, я там буду работать, и оказалось, что я там начала очень хорошо зарабатывать. Прям вот сразу. Больше, чем моя мама, которая там работала в банке. Ну, в общем, работала я работала в физиотерапии, на водных процедурах, проводила ЛФК, потом стала там, ну, что-то какое-то у меня повышение было там, и старшая, что ли, сестра отделения. Ну, неважно. И меня как-то приобщили к массажу, к ручному. И говорят, вот мастер массажа заболела, нужно сделать ручной массаж завтра.
А я не знала, как его делать. Я делала только массажи лица, уже там хорошо тогда. Там души Шарко, подводные души, массажи, там миостимуляции всяческие. И мне так было страшно. В общем, я прочитала книжку быстро, посмотрела, какие там движения нужно делать. Вот. И, в общем, сделала через свой страх, через вот это вот то, что я, вообще его не делаю. И я пришла там через 2 дня, его сделала как могла. И это было мое первое знакомство с массажем. И потом как-то вот... потом я училась на психолога, пошла в институт тоже, работала там же, да, в физиотерапии, делала массажи. И пошла учиться на психолога, на вечернее отделение. Закончила институт, потом пошла во 2-й. В общем, я все время какая-то такая активная очень. И вот так вот в моей жизни появился массаж тела. Я даже не думала, что он должен появиться. Я как-то отбрыкивалась от него все время. Вот потому что, знаешь, это какой-то некий такой интимный процесс же, да, это контакт с телом клиента. Вроде лицо — это такая маленькая часть, а здесь вроде бы, больше там клиент там обнажен, да, лежит там. И, как-то там все равно это интимный процесс какой-то для меня такой. И мне как-то это все время отпугивало там. А вдруг я сделаю что-то там больно или клиенту не понравится. Как-то вот. А потом на курсы пошла на одни, там и закончила у меня специализация по массажу. И вот как-то вот я в это внедрилась. Так, а не хотела, знаешь. Как-то страшно, из-за страха не хотела. А мне все говорили, у вас так хорошо получается, вам надо. Кто начинал у меня делать массаж? Я думаю, это такой физический труд, так устаешь. И правда устаешь, да, если там постоянно работать, как я потом работала, очень много работала. Очень много. И сейчас смотрю, думаю, зачем я столько работала? Я понимаю, зачем я столько работала тогда. Хотелось, чем ты больше работаешь, тем ты больше зарабатываешь. В общем, вот так вот как-то интересно. В общем, на самом деле я поняла в жизни получается так, что вроде бы мы что-то хотим, а у нас не получается. И мы очень об этом сожалеем. И нам кажется, у нас не получилось, но мы так этого хотели. А многое, что стучится в нашу дверь, и мы даже не замечаем этого. Вот что-то стучится, как ко мне постучался массаж. А я такая, нет, мне страшно. Я не хочу делать массаж, тело, да? А на самом деле оказалось, что это мое. И здесь нужно быть очень, знаешь, таким очень, наверное, тонко чувствующим, чтобы понять, что вот сейчас в мою дверь постучалось вот это. И, наверное, это мое на данный период жизни. Понимаешь, о чем я говорю? А не бояться и говорить, нет, только не это. А на самом деле от этого ты потом, может быть, это будешь получать удовольствие и счастье. Просто надо пробовать. Вот такой, друзья, экскурс в мою биографию получился неожиданно. И я с вами прощаюсь. Переходите на мой сайт и приобретайте урок по балийскому массажу. Всем пока!